Настраиваемся и погнали. Что у нас сегодня? У нас сегодня прямой эфир, посвященный оценке ваших монет. Самая популярная тема. Сейчас проверяем, как все работает, и будем двигаться. Ребятки, если вы до сих пор не знаете, где продать. Так, что с эфиром? Я у себя его не вижу. Не вижу. Так. Появился, не появился? О, все, пошло. Все отлично. Все вижу, чат читаю. Все хорошо. Итак, ребятушки, какой у нас сегодня с вами план? У нас план, первое, конечно же, это оценка ваших монет. Расскажу немножко о своих продажах, как продавал, что, почем, примерно сориентирую по рынку. Плюс отвечу на вопросы, которые мне ребята понаписывали уже в сообществе. Поэтому начнем мы с сообщества. Сейчас еще 2 секунды. Да, обязательно плюсик, кто присоединился. И одна у меня к вам просьба. Напишите город. Город, откуда вы. Откуда вы. Мне очень интересно понимать, кто смотрит наши эфиры. Все, отлично. Так, сейчас 2 секундочки. Уберу звук, чтобы ничего не фонило, нам не мешало. Так, погнали. Итак, я в сообщество выкладывал вопрос. Если есть какие-то вопросы по монетам, задавайте под объявлением о том, что будет стрим. И начинаю зачитывать, пока вы можете накидывать свои вопросики. На все постараюсь все ответить. Единственное, не флудить, не хамить и так далее. Это как бы все понятно. Crazy Меганумизмат спрашивает. Знаю, что немало монет вы храните в zip-пакетах. Скажите, пожалуйста, не темнеют ли монеты в таком хранении? Насколько долго можно их хранить, чтобы они не потеряли свой штемпельный блеск? Ребят, смотрите, по поводу хранения монет. У меня где-то еще на начальном этапе был целый ролик, посвященный этой теме. Я храню в основном, конечно, если это хорошие ценные монеты, это капсулы. Часть монет я храню в холдерах. Капсул не было тогда под рукой. И холдеры, чем мне нравится, удобно карандашиком, ручкой всегда можно подписать. Это очень удобно. Такая штука. В zip-пакетах, то бишь, имеется в виду, вот обычные вот такие пакетики. Я храню только монеты 61-91 годов. И храню, в принципе, очень долго, и ничего с ними абсолютно не происходит. Там создается некий вакуум, понятно, ты их запечатал, но алюминиевую бронзу, серебро я не храню в пакетах вообще. В альбомах то, что у меня такой расходный материал, который я покупаю для перепродажи, дубли, которые будут в скором времени выставлены на продажу, те я храню. А так нет, рекомендую хранить в капсулах обязательно монетки, если это ценные, хорошие монеты. Капсулы, слэбы, что у кого есть. И также их хранить, конечно же, в сухом месте. Не в погребе где-то, чтобы влажность не тянула. Старайтесь смотреть. И рекомендую еще в железные банки. С крышечкой. У меня парень один всегда так хранил монеты. Так, Олег, следующий вопросик. Дмитрий Виноградов спрашивает. Олег, здравствуйте. После многолетнего хранения монеты СССР в альбоме Electrum Optima монеты покрылись тонким липким налетом. То же самое произошло с юбилейкой СССР. Хотя эти монеты хранятся в ячейках в кофре. Подскажите, пожалуйста, правильный способ очистки от этого налета. Очистка от этого налета. Если это юбилейка, конечно, сейчас меня многие заплюют. Что я делал в таком случае? У меня были юбилейные монеты в альбомах. Даже это Lectrum, не Lectrum, совдеповские, такие маленькие были коричневенькие альбомчики. Я брал юбилейку оттуда, она прям вся, вот берешь ее, и монета жирная прям, липкая. Это нормальный процесс, со временем они набирают этот момент. Я их мыл в нашатыре. Буквально 3 секунды, вся органика улетает на ура, вообще без проблем. Поэтому можно в этом, или же мыльным растворчиком. Прям мылом помыли аккуратненько, все в дистиллированной водичке или из-под осмоса сполоснули, то, что надо. Я рекомендую делать так, не надо никаких серьезных вещей, ни в коем случае. Так, здравствуйте, у меня мама, Аида спрашивает. У меня мама сохранила 40 лет СССР, 1 рублей, как
продавать, как выставить на аукцион, помогите, пожалуйста. Аида, заходите, забивайте в своей стране, где вы находитесь, я же не вижу, забиваете аукцион монет, вам выбит, если это Казахстан, там, Туркмения, с Россией же у вас контакты налажены, выставляйте на российские аукционы, я рекомендую на российские, там спрос больше, опять же, если это хорошие монеты. У каждого аукциона свои правила, понимаете, и вы должны их прочитать, и, следуя этим правилам, выставлять монеты на продажу. Посмотрите ролики в море, и я рассказывал, и много роликов, как это сделать. Здравствуйте, как-то мне задали вопрос, а есть ли прямая связь у матерых нумизматов с монетными дворами? Лично у меня никакой связи, а те, кто приближены к монетным дворам, то, наверное, есть. Даже взять вот украинские монеты, я же вижу, когда на слет приезжаешь, у человека они ящиками. Но вряд ли он стоял по одной монетке, покупал. То есть там есть уже свои контакты, там за деньги, родственные связи, я ж не знаю. Они там, конечно же, подживливаются, они берут там монеты, продают, наверное, какую-то долю отстегивают. Я не знаю, у меня нету таких связей. А в принципе, я думаю, что есть. Чем чистите золотые монеты? Золотые монеты, в принципе, не следует вообще чистить. Ставим плюсики в чат, кто присоединился. И, как я просил уже в начале, пожалуйста, пишите, с какого вы города. Лайк тоже можно поставить, от вас не убудет, мне приятно. Трансляцию будет продвигать, и как можно больше людей будет смотреть. Всем интересно. Олег, скажите мне, сколько может стоить монета 1979 года 3 копейки, если она с браком? Когда ее штамповали, в середине вогнута с одной стороны, а с другой выпуклая от этого брака. Блин, ну надо видеть. Пришлите мне ее на почту, под роликами в описании есть моя почта. Пришлите, я посмотрю, вам что-то скажу. Немножко недопонимаюсь. Попалась фальшивка 15 копеек 79 года, не чеканенная, а летая. Чего-то стоит. Кто будет подделывать литые монеты? Что-то я... Голубченко Оксана. И как вы определили, что она летая? Ну, то есть немножечко непонятно. Все, переходим к вашим вопросам. Харьков, Варшава, Москва. Ой, супер. Симферополь, отлично. Так, первый лайк вам от меня. У меня есть 3 копейки 46 года и 3 копейки 1991 года. В принципе, это простые монеты. 3 копеечки 46 года я буду вот буквально сейчас выставлять на аукцион. Но она у меня, сейчас я вам ее даже попробую найти. 49. Да, вот 46. Вот такая вот монетка у меня есть. Буду выставлять, но она у меня такая хорошенькая, с штемпельным блеском, поэтому я думаю, что, ну так, долларов 10-15 я заработаю. Что она, ну, не в самом идеальном состоянии. А так, в принципе, это простые монеты, рассчитывать на какие-то большие деньги не стоит. 3 копейки 1991 года, обычная, ну, классная штемпельная, я вот продал всего за 3 гривны, это где-то 8 рублей. Ну, купили, ну, зато человек купил ее одну, потом он добрал еще кучу монет на тысячи. Поэтому нормальная тема. Так, Николай Дорофеев что-то Коля удалил. Так, здравствуйте, у меня монеты СССР. Куда отправлять фото? С уважением, Бурж, Санкт-Петербург. Отправлять фотографии мне на почту, либо же в Инстаграме. Ребята, у меня есть профиль в Инстаграме, выставляю туда много монет. Вы можете мне задать там вопрос, но при одном условии, если вы подпишетесь на мой профиль в Инстаграме. Слушайте, я неделю там назад где-то сделал эту функцию, что мне могут писать только подписчики. Слушай, настолько мне проще стало, настолько отмелось вот этого мусора, ненужных вопросов, я просто вздохнул с облегчением. Просто подпишитесь и тогда задавайте вопрос. Не так же это сложно сделать, ребят. Вы мне, я вам. Так, поехали. У меня есть 2 копейки 63 года. Так, что касается 2 копеек 63 года, информация для всех. Это, в принципе, обычная монета. Я продаю сейчас, у меня даже, не помню, в данный момент стоят, но вот буквально точно продавал. Двушки 63-го штемпельным блеском. Хорошие, классные монеты по 10 долларов. Если же эти монеты будут в обычном таком, ну, обиходном состоянии, то такие монеты стоят до доллара. Но у монеты 2 копейки 1963 года есть одна особенность. У них опущенный герб в стандартном исполнении. Если же вам попадется монета, где герб, сейчас попробую любую двушку найти, вот у меня 61 год есть.
У меня есть ролик, кстати, посвященный этой монете. Вот в это место нужно смотреть, потому что мне не видно. Вот здесь. Если герб приближенный к канту, тогда у вас дорогая редкая монета. Там цена идет в тысячах долларов за такую редкую монету. Если же обычный опущенный герб, тогда это обычная стандартная монета, цены я уже сказал. Так, Олег, ну а как цена на 2 копейки 1924 года в пруфе 63 впечатлила? А, я понял, это мне парень присылал ссылочку, я его попросил. 1 копейка 1924 года в состоянии пруф была продана за 1 миллион 800 рублей. Вот так вот, ребят. Во-первых, я даже не знал о существовании пруфовских медных монет 24 года. И, видать, ну кому-то одна была ставка, но ее приобрели. Если приобрели, значит приобрели, что никто просто так сам у себя бы ее не покупал, потому что комиссии там конские. Никто бы этого, я думаю, что не делал бы. Но, тем не менее, цена 1 800 000. Вот так. У меня есть копейки, и достаточно много. Есть и гладкий гурт, и рифленый гурт в штемпельном блеске. Все это у меня есть, но вот пруфовской, к сожалению, нету. Так, я смотрю, вопросов нету, да? У нас сегодня будет короткий стримчик такой. Так, печатка, так, приветствую. Сколько стоит рубль широким кантом? Не знаю, о чем речь говорит. Идет 5 копеек 1933 года, спрашивает Борис Кондратенко. Ну что сказать, хорошая редкая монета СССР. Из дореформенных это, пожалуй, самая редкая, если брать рядовые монеты без всяких приколов разновидностей. Это самый редкий год. Цена такой монеты в X-Fine сейчас, наверное, где-то за 100 долларов, если она, ну, без гнили. 90, наверное, не побоюсь этого сказать, 95-96% монет, которые сейчас выставлены на рынок, именно 5 копеек 1933 года монета СССР, это все капонина. И у 90% этих монет это рытвины, забоины, гнилье, ну короче, монеты не презентабельные, скажем так, поэтому цены на них немножко припали, их начали много находить. И такие можно за 1500-2000 гривен, это где-то там 40-50 долларов, 60 купить более-менее, но подгнившую монету. Ну вот где-то так. Еще вопрос. На штемпельной имперской меди есть черная точка, окисел. Можно как-то удалить или же не стоит? Не стоит ее трогать, потому что можете перестараться и будет только хуже. Есть точечка, пускай будет, ничего страшного в этом нету. Я такие точки не пытаюсь там вытравливать и убирать, потому что убирая эту точку, вы можете испортить всю монету. Пускай это делают специалисты. Это штраберами надо убирать. Те, кто умеет это делать, есть соответствующее оборудование, пускай они это делают. Приветствую, Анапа. С каких городов еще присоединились к нам? Лайки ставим, не забываем. Ребятушки, 33 лайка, вы что, издеваетесь? У меня есть монет 1, 2, 3, 61 году. Короче, есть все монеты 61 по 1991 год. Я за вас рад, но опять же надо смотреть, какие монеты. Если у вас монеты, они лежали у вас дома, их никто не перебирал до вас, тогда стоит поискать редкие разновидности. Скачайте или найдите в интернете каталог любой, и там вы их найдете без проблем, будете себе смотреть, оценивать и так далее. Помимо этого есть редкие года, это стоит обратить внимание на монеты черного квадрата. Сейчас немножко отвлекаюсь. Вот. Там тоже есть редкие года. Ну, надо смотреть. Тяжело сказать, когда вы не видите, о чем речь. Монет много, это сотни разных всяких монет, поэтому мне тяжело об этом судить. Так, я переключился на другой компьютер, чтобы читать ближе ваши вопросы. Здравствуйте, у меня есть монета 5 копеек 1868 года. Суперская монета, интересная, это второй год чеканки данного типа монет. Ну, Николаевского, скажем так, типа Николая II. В принципе, хорошая вещь, но опять же состояние. Если она хорошая, у нас в Украине штемпельная монета, вот не помню уже, 68 или 67 год продавалась, пятачок. Ну, ушел он туда далеко за 400 долларов. Точно я не помню уже, это с год назад было, шикарная монета. Дорогие, они в идеальном состоянии, они вообще там
космоса стоит. А если обычная, ну, потрепанная, ну, пару долларов, наверное. То есть сказать, что она там супер редкая, не скажешь. Есть 5 копеек 1990 года с буквой М. Ну, хорошая монета, хорошая, 100 долларов стоит, точно, а там уж как повезет. Опять же, от состояния монеты зависит. Вот, так что вот 7 это вот, кстати, хорошая монета для тех, вот, кто меня спрашивал, какие монеты. Перебирайте у пятаков, там, у 20-х. Напоминаю, что в 1990 году не было характерным, это возле герба с правой стороны, отмечать, какой монетный двор отчеканил монету. В 90-м году не было букв, в 91-м они появились. И вот наоборот, когда, вот тогда это дорогие ценные монеты. То есть в 90-м году монеты с буквой, а в 91-м монеты без букв. Это дорогие монеты. Вот запомните это, и тогда вам будет намного легче, будете искать. Сколько стоит 15 копеек 1945 года? Смотрите, в штемпельном блеске такая монета, если честно, я считаю эти монеты очень недооцененными. Она стоит буквально 10-15 долларов. Если эта монета обычная, ну, притертая, затертая, тогда цена такой монеты будет в районе 1-2 долларов. Ну, то есть по каталогу этот год, но он не считается. Сейчас мы посмотрим. Ну, вот у меня в руках, как обычно, каталог Дмитрия Кележинского. Сейчас мы найдем эту монету, чтобы я вам не врал. А там, по-моему, не сильно он нас баловал и по разновидностям. Не, есть трошечки. Вот, смотрите, ребят. 45 год. У нас есть 5 разновидностей этой монеты. Вот. Ну, как правило, конечно же, это простые. Вот оценка 1 доллар. 1 доллар всего лишь оценивается, если это не редкая монета. Все остальные будут и 2 доллара оценка. То есть сама по себе она как таковая, она не редкая. Это не 15 копеек 42 года, которая стоит всегда денег, она в любом состоянии дорогая. А 45-й, ну, такое. Так, у меня именно вот эта редкая 2 копейки 63 года. Ну тогда поздравляю, Марат, выставляйте ее на продажу, на аукцион, прорекламируйте, проведите маркетинг и будет все хорошо. Продадите очень дорого. Привет из Баку. У меня есть 10 копеек 1912 года и Ленин, блеск, 1 рубль 2009 года. 2009 год монеты не обсуждаем, я в них не разбираюсь. Что касается 10 копеек 1912 года. Эти монеты я продавал, я уже, по-моему, об этом рассказывал в каком-то из предыдущих. Я продавал, у меня вот буквально недавно купили ее где-то за 80 долларов. Цена, конечно, большая, но и монета была достойная. Чуть похуже состоянии парень продал за 8, ну, где-то за 30 долларов. А так средний их уход 300-400 гривен, это где-то 10-15 долларов. Это если какой-то остаток блеска у монеты есть. Вот, то есть в принципе этот год сам по себе недорогой. Но с течением времени вот именно серебряные монеты в качестве вот, Николаевского периода, даже простые 15-й год, если еще 3-4 года назад они никому в Киеве не нужны были на слетах, я их по 100 гривен нагребал там без проблем, то сейчас уже меньше чем за 200-300 уже и не купишь. То есть цены выросли, цены растут на монеты императорской России, на монеты СССР, я могу констатировать уверенно факт, цены растут, но на монеты в хорошем штемпельном состоянии. То, о чем я учу все 3 года существования нашего канала. Я все время вам говорю, ребята, давайте, покупайте только штемпельные монеты. Не занимайтесь ерундой, не покупайте хламье гнилое на этих аукционах. Накупляйте капонины, потом надо продать, и вы не знаете, что с этим делать, никто не покупает. Так, Днепр, Калуга здесь. Да, видите, России много. 20 копеек 31 года, перепутка. Ну, поздравляю, перепутка какая? Вы имеете в виду, что это в серебре монета? Или же это монета с чертой? Вернее, с буквами 20 копеек. Уточните чуть-чуть. Так, уже накидали, надо побыстрее теперь. Так, 1748 год, деньга, надпись. Ну, не сильно готов сейчас вам ответить на этот вопрос. Самара смотрит, супер. Здравствуйте, вопрос. Юбилейный с Лениным 1 рубль, сколько стоит? Файзали
Малаев, наверное, как-то так. Извините, если неправильно произношу. Ребята, 2 ролика у меня по поводу этой монеты. Зайдите, посмотрите подробнейшим образом. Все рассказал. Какие дорогие, какие недорогие, на что обращать внимание. Туда, вам туда, на канале. Заходите, ищите ролик с портретом, с рублем Ленина. И там все рассказал. Вообще, все подробнейшим образом. Привет, оцени монету 20 копеек и 15 копеек, 10 копеек 1961 года в российских рублях. У них есть дорогие редкие разновидности, если вы хотите о них знать, добро пожаловать, у меня на канале эти все ролики есть, причем буквально недавно пятнашки, десятки рассказывал, двадцатки давно. 2 миллиона набрал этот ролик просмотров. Что я вам скажу, если у вас обычные простые монеты 61 года. В штемпельном блеске такую монету можно продать. Это и 10, и 15, и 20 копеек. То есть классным, как из-под станка, до 5 долларов за одну монету. Если она притертая, все, она вообще никому не нужна, потому что 100-миллионные тиражи дали о себе знать. Их очень много. Они есть практически в каждом доме. Поэтому для коллекционеров они не представляют особой ценности. Так, Коля спрашивает. Олег, 15 копеек 37 года в Анце. Про чекан желудей не очень. Как ценить? Вопрос сюда, чтобы стрим поддержать. 15.37. Ну, думаю, минимум 1,5 гривен. Думаю, минимум уйдет. Ну, а там же, Коль, ты же знаешь, как повезет. Я знаю. Это такое дело. Есть же тонкости. Есть как сфотографировать, смотря какой блеск. Если вообще супер, то думаю, даже больше, даже больше. Это где-то 60-70 долларов. Я думаю, что такая будет стоить. Это я не помню, уже есть у меня такая или нет, 37 год. Что очень много есть, а какие точно не помню. Я нахожусь в Москве, как продать получится? Ну как, выставить на аукцион и продать? Ребят, вы с России, с других стран, мне монеты, особенно если так речь идет о простых, а тем более императорской России, вы по закону не можете мне их прислать. Поэтому я не могу у вас их купить. Сколько сейчас стоит рубль 300 лет дома Романовых? Ой, ну опять же состояние. Ну скажем так, диапазон 100-300 долларов. Я думаю, где-то вот так. 100 это похуже. Ну X-Fine тоже X-Fine рознь. X-Fine 150 долларов. Моя оценка вот такая. Как оно пойдет, это уже... Олег, я люблю заниматься разновидностями. У меня есть 6 штук, 3 копейки 49 года с плоской звездой. Может и некоторые граненые есть. Помоги, как не определить. Для этого, это Ясар Мамедов спрашивает, убедительная просьба. Заходите в интернет, забивайте МДВ. 3 буквы запомнили? Пробел монеты. Вам выкинет сайт. Стоп, ой, МДВ, это не тот. Вру, все, простите. Уже запарился вечер. Совминт. Вот так вот набирайте русскими буквами. Совминт. Выбить сайт, там будет 2 окошка с номиналом и с годом. Выберите этот параметр 3 копейки 49 года. Там все разновидности. И с примерной оценкой по каталогам. Там все делают ребята вообще супер, мой любимый сайт. Если вот что-то подглядеть, я всегда там смотрю. Здравствуйте, Олег, здравствуйте. Так, сейчас, проскочил. Так, тут уже Коля уже и подсказал. Все, у меня киргизская монета есть старая, год там тоже нет. Не знаю, может арабская, может. Олег, полтинник 1924 со смещенным реверсом. Цену мне добавляет, заранее благодарен за ответ. А насколько смещенный? Вообще вам скажу, что вот для полтинников и рублей вот того периода, ну скажем так, с 21 по 27 год, вообще крайне редкие браки. Я вот заметил, сколько вот выкусы, смещения, там, перевертуши, очень часто вы их видите. Вот именно в то время как-то следили за этими делами и крайне редко, ну блин, были проходы, показывали, но это настолько редко. Поэтому я думаю, что если более-менее нормальное смещение, а вы знаете, что в браках чем сильнее брак, тем дороже монета. Если там чуточку, то, конечно, нет. Наоборот, это, ну, как бы, типа испорченная монета будет. А если приличное смещение, тогда да. Тогда да. Я так считаю.
Кому надо 15 копеек 45 года, продам. Всем надо, кто увлекается монетами СССР. Так, с буквами 20 копеек 31 года. Ну, денег стоит, конечно, перепутки все. Давайте глянем. Потому что я же тоже не каждый день такие монеты продаю. Не все помню так на память, сколько что стоит. Много, конечно же, знаю, но далеко не все. Так. Интересно, но... вот. Смотрите, вот чтобы я вам не врал. Вот она, 31 год. Цену видите? $2000. $2000 оценка каталога. Я думаю, если там она немножко притерта, может $1000. Ну, то есть это ценная, дорогая, редкая монета. Я вас поздравляю. Не всем так везет иметь такие монеты. Добрый вечер. А можно микро как-нибудь поближе? Не понял, уточните. Звук слабоват, плохо слышно. Настраивайте микрофон. У меня телефон, который дает хороший звук. Сделайте у себя что-то. Здравствуйте, я привез в Москву монеты СССР с Киргизии. Куда могу продать? На аукционы или же в России есть слеты, клубы, где ребята нумизматы собираются, отнесите туда, пускай вам их оценят. Это не так сложно, узнайте только где. Я в Москве не живу, мне сложно об этом рассуждать. Добрый вечер, у меня есть 2 копейки 48 год и выкус на 2 копейках 90 года. Выкус, смотря какой выкус, смотря какое состояние монеты. Ну, я думаю, что 2 копейки 90 года монету СССР с выкусом можно продать, ну, буквально доллара за 3-4. Потому что, ну, довольно часто встречаются уже на этих монетах разного рода браки. 2 копейки 48 год это обычный год, ничего там сверх нету. 100 лет Ленину пруфу. Те в Украине можно приобрести. Ориентировочная цена сейчас. Ориентировочная в районе $1000. 100 лет Ленину в пруфе. Мне предлагали, я отказался, я не купил. Мне недавно предложили здесь у нас по месту полный набор пруфовских монет. Пруфовских и таких монет СССР. Ну, имеется в виду Низельберг. Без серебра, там золота и так далее. Я отказался, потому что там цену такую ввалили, что не захотел. Добрый вечер. Сколько стоит 5 копеек 1983 и 85 года? И 1 копейка этих же годов в штемпельном блеске. Такие пятачки можно продать в районе от 1 до $3 за одну штуку. И копейки буквально это по 5-6 гривен. Ну, максимум. Больше вы не продадите. 15 копеек 1973 года. Минимальная цена 100 баксов. 73 год, 20 и 15, они в принципе ценятся. Это достаточно дорогие монеты. Особенно если не наборные. Я вот, кстати, выставил уже, да, по-моему, выставил. Зайдите ко мне на аукцион и посмотрите. Я выставил 15 копеек 74 года. Вот такие монеты должны быть в коллекции. Зайдите и посмотрите, вот не пожалейте. Там монета просто мешковая, не наборная, это очень важно. Так, ребятушки, лайки поставьте, не жадничайте. Так, отмечать лайк это нужно для канала, да. Отмечайте лайки, нужно для канала, вам же ж не сложно. Максим Романько, ориентируйтесь на 200 плюс долларов. 73 года нет, $200 за 15 копеек 73 года вы не выручите. Так, это я уже отвечал. Средняя цена облачная 5 копеек 1757 года. Не скажу, давно не видел, не держал. Так, вечер добрый, помогите продать медные монеты. Могу переслать, буду признателен. Александр Зуев. Смотрите, я чужие монеты не продаю. У меня хватает своих. У меня времени нету свое продать. А тем более чужие монеты продавать. Ну, нет ни времени, ни желания. Вообще даже там за какие-то проценты эти минимальные. Мне это не нужно. Вы же должны эти вопросы, ребят, понимать. Вы прислали мне монету, говорите, выставляйте с гривны. Я ее выставил, продал, вас цена не устроила. Я крайне. Зачем оно мне надо? Я за свое отвечаю. Так, 5 копеек 24 года. Дорогая редкая монета. Она у меня даже на аватарке стоит. В принципе, они ценятся даже. Ну, главное, чтобы она была не покоцанная, не притертая сильно. А вот цельная, добротная, там от $20 и туда выше.
цена может дойти до $1000, не считая там редких разновидностей, а их там предостаточно. Вообще у монет 1924 года, медных монет, очень много всевозможных разновидностей. 10 рублей 2011 года. Вообще не разбираюсь, не подскажу. 1 копейка 16 года и 3 копейки 1957 года. Что касается 1 копейки 16 года, стоимость на сегодняшний день такой медной монеты в районе 10-20 долларов в хорошем состоянии. Если эта монета будет затертая, она там где-то ее выкопали и так далее, это до 1 доллара. То есть год как таковой он не редкий, это не относится к редким. Ценятся эти монеты исключительно в штемпельном блеске. 3 копейки 57 года тоже в принципе то же самое. В классном состоянии до 20 долларов продадите. Были времена, когда они уходили по 100 долларов, но уже нет, уже цены на такого рода монеты припали. Так, со звуком. Только у вас со звуком проблемы, извините. Добрый вечер. Монета Александра II, 20 копеек, 1870 года. Какая, пожалуйста, цена? Давайте глянем. Нам не сложно. Может и другим ребятам будет интересно. 20 копеек. Что пишет нам каталог? Так, уточняемся. Ой, столько уже написали. 70-й год. 15-80 долларов. То есть 15 долларов в состоянии Very Fine, 80 долларов в состоянии X Fine. Если она уже будет в ярком блеске, то понятно, за 150 долларов плюс ее можно продать. Добрый вечер. Возможно с вами связаться в WhatsApp или Viber и получить консультацию? Нет, в WhatsApp и Viber я свой не даю. У меня 5 копеек 1935 года, еще много разных. Оценку хотелось бы, спасибо. Ребят, для того, чтобы оценить свои монеты, вы заходите в интернет, забиваете свою монету и вам вывалит куча аукционов, кучу сайтов, где продаются эти монеты с ценами. А еще лучше зайти на аукционы, где в той стране, в которой вы живете, на любой аукцион, и проверить проданные лоты. И там будет вам наиболее объективная оценка ваших монет. WhatsApp и Viber я не даю. Все сообщения, все вы пишете мне исключительно только на почту, либо же в Инстаграме. В Инстаграме, напоминаю, кто еще не знает, нужно для того, чтобы написать мне там в директ сообщение, нужно подписаться. По-другому не получится. 10 копеек 1741 года. Сколько стоит? Сейчас глянем, сколько стоит десяточка, которая вас интересует. 1741 год. Фух, так. Ого. Ого. 10 копеек 1741 года. 6000 долларов стоит такая монета. Очень дорогая, редкая монета. Так, 10 рублей 1899 год. От скольки? Ну от скольки там? 800 долларов или сколько они сейчас стоят золото? Я золотом, вы знаете, я особо не увлекаюсь, я не вкладываю деньги в золотые монеты, поэтому мне тяжело так сходу сказать. Добрый вечер. Какую цену можно назвать привлекательной для покупки рубля 1924 года в МС-62? Если это МС-62 дала грейдинговая компания, я вам скажу, что такую монету не стоит покупать от слова совсем. Она вам не нужна. Почему? Потому что в грейде, то есть в заслабированной монеты покупают с одной целью. Это инвестиции. То есть с целью там через 5-6 лет ее перепродать, да? Или через год-два, ну когда захотите. Грейд 62 для серебряной монеты, тем более для рубля, очень распространенной монеты, это очень низкий грейд. Поэтому я крайне не рекомендую покупать вообще монеты с грейдом ниже МС-65. Ну, на крайний случай МС-64. Все, что ниже, это хлам. Вы на нем не заработаете, вы только потеряете. Но, если же выставлена такая монета МС-62 на аукцион, где-то вы хотите приобрести, ну, 100 долларов в потолок. Больше я бы не давал.
10 рублей город Грозный. Не знаю. Здравствуйте, подскажите цену на 5 копеек 1938 года и 1955 года. 38 год, конечно же, подороже, он пореже. А 55 год я вот продавал в штемпельном блеске, она ушла мне в районе 20 долларов. Если она притертая, она ничего практически не стоит, довольно распространенная монета. Ценится только в классном состоянии. Только. 5 копеек 38 года, это уже пореже монетка. Если говорить о монетах в состоянии X-Fine, это в районе 10-12 долларов. Классная штемпельная монета, это 100 долларов плюс. Если эта монета будет такая себе, 1-2 доллара. То есть она не из редких годов. И разновидностей там 2 их всего, ерунда. Даже не стоит на них акцентировать наше внимание. Здравствуйте, подскажите, насколько увеличивается цена монеты? 2 копейки 1924, поворот аверс 90 градусов. И какая цена на монету 2 копейки 1927 состояния very good. Так, 2 копейки 24 года, опять же, то, о чем я говорил, в те года вообще не свойственны были браки. Если это поворот, я думаю, что цену обычной монеты, я не вижу вашей монеты, в каком она состоянии, можно умножить где-то на 3-4. Ну, это мое мнение, я же не знаю, как там коршуны налетят на аукционе, насколько она будет востребована. Но такие браки вообще ценятся. Ценятся вот именно медные монеты, там очень редко подобные вещи встречаются. Это вам не 91 год. Это стоит денег. 2 копейки 27 года very good. Ну, я думаю, в районе 1000-1,5 долларов должна стоить. Опять же, very good рознь. Там может оно в кавернах, в гнили, не знаю. Ну, вот 1000 долларов. Очень редкая монета. Одна из самых редких монет СССР. 5 копеек 35 года. Можно вам написать в Viber? Нет, в Viber нельзя, я уже сказал. Пишите мне на почту, либо же в Инстаграме, но не забудьте при этом подписаться на мой профиль там и здесь. Так, 5 копеек 1765 год. Опять состояние, ребят, без состояния тяжело говорить. Полтинник, 24 год, смещение Ревенса, 15 градусов. На линейке смотрел и штамп 1925 года противника, приблизительная цена. Ребят, найдите каталог, посмотрите. Очень много информации, даже ему сообразить, что это за монета. Все, я напишу в Инстаграм. Пишите. Все туда в Инстаграм, подписываемся и задаем вопросы. Там, кстати, фотографии шикарных монет в море. Классные монеты. Приветствую, Олег. 1 копейка 24 года, острее серпа, ниже полюса Verify. Verify монеты вообще не нужно покупать. Запомните это. Минимум X-Fine. Это так, и то минимум. Потому что я понимаю, в UNC собирать союз очень накладно. Но хотя бы X-Fine. Verify вообще забудьте про эти монеты. Ни ниже полюса, ни выше, пофиг. Выкиньте их, даже не смотрите на них. Можно узнать название каталога, которым пользуетесь и где их можно приобрести. Мой базовый по дореформенным монетам, вот такой. Дмитрия Тележинского, шикарный каталог, всем рассказываю о нем. Когда-то в Киеве был на слетах, они лежали, никому не нужны были, а сейчас меня, честно, в личку уже задолбали. Продайте, 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 продайте. Не продам, он у меня один. Единственное, у меня была мысль, кстати, напишите, пожалуйста, в чате, если я сделаю этому каталогу, его отфотографирую и буду вам продавать его в электронном виде, вы его купите или нет? Как вы скажите, пожалуйста. Потому что это будет большой труд, это не один день, это неделю у меня займет, это все перефоткать, упаковать, в PDF-файлы перегнать, надо будет людей нанимать, потому что я сам этого не сделаю. Вам было бы интересно вот купить, скажем так, за 10 долларов в электронном виде этот каталог? Напишите, пожалуйста. А там я уже буду принимать решение, что с этим делать. Так, погнали дальше. И маленький каталог, он такой, тоже Дмитрия Тележинского, ну он такой упрощенный, ну тоже так быстренько, но зато тут есть и послереформенные монеты. Тоже иногда подглядывая, ну в принципе я уже все цены и так знаю. Я его больше держу эти каталоги для вас, для съемок, для роликов, где можно показать наглядно это все дело.
Я не Алексей, я Олег. Скажите примерную цену копейка 1924 года. Если обычная монета притерта, это 1-2 доллара. Монета в состоянии X-Fine 10-15 долларов. В состоянии UNC от 100 долларов и выше. Стоит ли ездить на слеты коллекционеров или достойные монеты можно и на аукционах покупать? Я был, ну, наверное, минимум на слетах 20. Вы поймите одно, все зависит от того, что вы хотите. Если вам просто забить, скажем так, ячейку, ну, есть смысл поехать там, порыться. Может, повезет, купите недорого. Я ездил туда пообщаться, посмотреть. Там очень много интересных людей, нумизматов. Ну, это, знаете, стиль жизни. Это была моя жизнь такая, вот вся в монетах нумизматики. Я ездил, он с многими ребятами перезнакомился там. Это опыт, это колоссальный опыт, который, ну, вы нигде не возьмете. В живом общении с людьми, когда ты разговариваешь с людьми, которые занимаются монетами СССР 50-60 лет, тоже пожилые люди, они, поверьте, могут инсайды вам такие выдать, что, ну, ни один интернет вам этого не покажет, не расскажет. Поэтому где-то вот так. Двушка в ВГ на вилке ушла за 20 тысяч гривен. Это вы за 2 копейки 27 года. Ну, я же говорю, около 1000 долларов. Ну, это 800 долларов. Ну, где-то так. Ну, тонкости ж все в состоянии. Да, 27-го, да. Ну, правильно. Меня 15 копеек 61 года. Я уже об этом говорил. Есть подробный ролик на канале об этой монете. Зайдите, посмотрите. Там есть разновидности, много браков и так далее. Зайдите, вот не поленитесь. Закончится эфир, пойдите там поглядите, все узнаете. Подробнейшим образом рассказал об этой монете. Подробнейшим. Здравствуйте, 5 копеек, опа, перескочила. 5 копеек 61 медная, вес 4,57. Ребята, в меди этих монет, ну неизвестно, я не знаю о таких монетах. Не было этих монет, поэтому эта монета просто где-то лежала, она выгнила, вот полграмма просто сгнило этой монеты. И не верю я, что она вот медная. Выкиньте ее, да и забудьте. Кстати, мне недавно присылали фотографию монеты 3 копейки, по-моему, 1957 года. У нее вес 2,5 грамма. Она такая тоненькая, в штемпельном блеске, понимаете, то есть не притерта. Видать, на листе от 2 копеек шлепнули. Хорошая монетка, может стоить приличных денег. 1 копейка гладкий гурт. 1 копейка 1924 год, гладкий гурт. Ой, по-разному. Мне когда-то предлагали за мою 25 тысяч рублей, это на то время было где-то 800 долларов. Курс тогда еще по 32 был. Ну, тогда давненько, конечно, было. Она мне так, я ее не продал, она у меня осталась. Она у меня есть. Ну, так, остатки штемпельного блеска в этой монетке, гладкого гурта. Ну, шикарная монета. Ну, а так, в среднем, ну, скажем так, 20-30 долларов, если она такая слабенькая. Хорошенькая до 100 долларов, а если прям суперская, то и дороже. Какова реальная цена полкопейки 1928 года в X-Fine? Есть ли опасные подделки этих монет? Опасные подделки есть у всех практически монет. Практически у всех монет. Ну, наверное, еще только 90-91 год не подделывают. Мелкие номиналы. Вот. Реальная цена 28 года X-Fine, ну, где-то долларов 60-70. Я думаю, где-то так. Вы монеты удельных княжеств оцениваете? Не, ребятушки, не моя тема, вообще не разбираюсь, не могу ничего сказать. Всем привет, подскажите, где продают монеты? У меня недавно были ролики на эту тему, где продать. Вот, по-моему, даже крайний ролик у меня посвящен полностью этой теме. Где продать монеты? Заходите и посмотрите вот от начала до конца. У вас прояснится немножко в голове, что делать, как делать, с чего начинать и так далее. Так, ой, так, сейчас. 10 копеек ГКЧП 91 года с разворотом 180 градусов. Какая примерная цена? Тоже редко сталкиваюсь с такого рода монетами. Не знаю, наверное, умножить на 5 от рыночной цены обычной монеты. Вряд ли там что-то накидает особо. Понимаете, просто сама монета такая не особо интересная. Ну вот вообще не особо.
Ну, оценить, ну, скажем так, 5-10 долларов. Такая моя оценка. 2 копейки 24 года минимальная цена. Минимальная цена 1 доллар. Здравствуйте, сколько стоит 3 копейки 24 года гурт трубчатый? Состояние минимум Very Fine Plus. Около 200 долларов. Около 200 долларов. Может меньше 100. Давайте со 100 начнем, 100 плюс. Потому что, опять же, надо видеть. И реально там гурчатый групп или накатанный на обычную с гладким гуртом. Там же столько подделок делают, что ой-ой-ой. И делают уже так искусно, что тяжело определить. Есть монета 1740 год, 2 копейки. Сколько стоит? Давайте я гляну сейчас очень быстренько. Какова цена? Человек спрашивает, какова цена распечатанного каталога. Ну, скажем, 10 долларов. Да? Ну, вот такой сейчас стоит минимум 70-80 долларов этот каталог. Они стоили по 50, когда никому не нужны были, а сейчас все спохватились. Всем они резко стали нужны. Но, увы, поезд, так сказать, ушел. Так, 1740. А какие это 2 копейки 40-го года? Что вы меня сбили. Может, 1840, а не 1740 год. Так, если по 10 долларов, ну, я считаю, это адекватно, наверное, в цветном варианте получить каталог. Ну, блин, все в PDF-файлике вы нашли, что вам надо, посмотрели, сравнили. По-моему, супер. Так, 2 копейки все ответил. А ты, какова цена будет распечатанного каталога? Если каталог будет отсканирован или отфотографирован профессионально, без перекоса, то куплю. К примеру, я заказал, жду по почте Федорина 6 издание репринт. Но достаточно качественный. Понял. Куплю. Все, я ваш намек понял, ребята, тогда приступлю к этой работе. Где-то неделька-полторы мне понадобится. Так, 3 копейки 46 года перепутка, плоская звезда. Очень часто, ну, надо быть точно уверенным, что это плоская звезда, потому что очень часто, ну, я знаю, о чем я говорю, 46-й, 48-й, 49-й год присылают море просто монет на оценку с плоской звездой. У меня перепутка, они просто затерты, эти монеты. Эти звезды затираются, и вы их все время путаете с перепутками. Смотрите. Вот, постараюсь показать, смотрите. Вот. И вот. Ниже. Вот, ниже. Вот. Вот потом себе отскрините и будете смотреть. То есть там есть тонкости. Есть тонкости. И тем более, что 46-й даже вы видите оценена всего в 100 долларов сама перепутка. Соответственно, блин, не сильно она дорогая, довольно часто встречаемая. А маленький каталог, если распечатать электронку, цена. Ой, я не знаю, я как-то не задумывался над маленьким каталогом. Да тоже, наверное, где-то так. Да хотя его проще купить в бумажном виде, я не помню, почем я брал. Долларов 7-8 они стоят, цветные. 15 копеек 34 года, какая цена? 15 копеек 34 года довольно редкая монета. Опять же состояние, все упирается в него. Я вам скажу так, если это very fine, то есть такая довольно притертая монетка, это буквально 5-6 долларов, если X-Fine хороший, это 20-30, ну а если это уже UNC, штемпель на блеске, от 100 долларов точно она стоит, точно. Если взять, к примеру, монеты Екатерины, то 99% капонина и 1% музейные экспонаты. А где вы берете такие монеты в отличном состоянии? Ну, опять же, вы взяли Екатерину, это императорской России монеты, согласен абсолютно, но часть монет все-таки уцелела по коллекциям. Они были, передавались, перепродавались из рук в руки и дошли все-таки в штемпельном блеске. Есть монеты, есть, я же показывал уже, вот у меня есть 2 копейки, там, скажем, 10-11 года, вот там Тетерев,
с остатками штемпельного блеска. То есть она черная, она уже медь, понятно, она потемнела, но она переливается именно родным блеском. Есть 2 копейки, у меня, по-моему, 15 год или какой, она в штемпельном блеске монета. 1815 год, 200 с чем-то лет, может, монете. Ну вот где-то она лежала. Может, хранилась там, знаете, в здании каком-то, прятали эти клады. Не только в земле клады находят, а еще и в здании. Вот. Поэтому где-то они есть, по коллекциям всплывают. Так, спасибо, Олег, вы молодец, вам 100 лайков. Ну, не вижу 100, да, ну вижу уже 136 есть. Ребят, ставим лайки, не забываем. Не так сложно нажать пальчик, а мне приятно, и у нас идет продвижение. Будут ли штемпельные полтинники в продаже в ближайшее время? Наверное, нет, потому что вот выставил на продажу, мне не сильно понравились эти продажи. Как-то не знаю почему, пока нет. Пока нет, пока не буду выставлять. Олег, себя позиционируете как коллекционер, нумизмат или же дилер? Дилер, наверное, нет. Ну как дилер? А я себя позиционирую как коллекционер. В любом случае, потому что я собираю коллекцию, она у меня есть, и пополняю, что-то продаю, что-то добавляю, однозначно как коллекционер. И отчасти назовем вещи своими именами, как барыгу. То есть я тоже перепродаю, зарабатываю на монетах благодаря своим знаниям. Я не немножко, а очень давно в нумизматике и разбираюсь немножко в монетах лучше, чем другие. Благодаря этому, почему бы мне не заработать. Так, 5 копеек 61 года. Сам нашел в земле, промыл, почистил. Медная, проверил, чистил 3 раза. Вес 4,57. Ну, ваше дело. Считайте, как вы считаете нужным, вам виднее. Я монету не вижу. 10 копеек 1925 года. В принципе, это обычные монеты, ценятся только в штемпельном блеске. Если монета будет, я уже даже verifying в этих случаях не рассматриваю. Если это просто хорошая такая добротная монета, это буквально 2-3 доллара от силы. В штемпельном блеске долларов за 10 можно продать. Если прям в ярчайшем блеске, можно и за 100 продать. Здравствуйте, попалось 20 копеек 1988 года с поворотом на 90 градусов. Подкажите ценность. Поворот 90 градусов, двадцатка. 3-5 долларов. Может быть 10, если большой поворот. 10 долларов могут накидать. 10 копеек Николай II, 12 год. Классная монета. Если мы говорим о медной монете. 13 год. 15 копеек 1907 года. 8 год, 14 год. Все это прекрасные монеты в штемпельном блеске. Если монеты притертые, то они уже практически ничего не стоят. 2 копейки 1976 года, 83 года есть. Совсем новая. Какая цена? Ой, ну 76 вы, может, за пару долларов продадите. 83 год это полдоллара, больше никак. Вот я сейчас продаю 83-84 год, я их уже начал в паре выставлять, потому что покупаю где-то по полдоллара, по доллару. Ну по доллару больше вряд ли. Олег, скажите цену на монету 10 копеек 16 года в серебре. Штемпельная монета 10 копеек 1916 года в серебре стоит где-то 10-15 долларов. 3 копейки 43 года. Хорошая монета, достаточно редко встречается в хорошем состоянии. У меня она в UNC есть, в штемпельном блеске она у меня есть. Я ее пока не продаю. Обычная стоит в районе, опять же, Very Fine, давайте возьмем, это $1.2. X-Fine это около 10 долларов. Ну а в штемпельном блеске, наверное, вот 20-30 долларов и туда выше. Сколько стоит 10 копеек 91 года без буквы? Наверное, долларов 80. 5 копеек 26 года. Опять же, там есть классная разновидность у пятачка 26, широкий очень кам. Но так мне не попадались. Были они у нас в Украине в продаже, видел. Но мне она не попадалась в хорошем состоянии. Поэтому оценить могу так. X, давайте каталог возьмем, чтобы я не... А то все я, будете говорить, что я неправильно оценил. Глянем каталог, в принципе, вот. Да. Ну вот, смотрите сами. Примерно так. То есть широким кантом $1500.
Я продал недавно за $100, 5 копеек 26 года, но она была штемпельным блеском. С остатками, ну, была. Рубль 1765 год, СПБ. Тяжело сказать, давно не продавал, рад бы помочь, но не помню по памяти. Добрый вечер, 10 копеек 29 года. Давайте глянем тоже. По копейке Николая II, Че Гевара написал. Вы как-то немножко уточните. Уточните, потому что 10 копеек, полкопейки Николая II тоже по-разному может стоить. Так, штамп вы говорите какой? 1.3А, 29 год. 1.3. $10, вот, смотрите, 29 год. То есть, видите, есть такие редкие разновидности, но так. Скільки коштує монета 1 рубль 1923 року? Не было таких монет. 15 копеек 41 года, поворот 90 градусов, копаная. Блин, ну по поворотам, ребят, не спрашивайте меня. Я не знаю, сколько эти повороты стоят. Вообще не люблю я эти такого рода браки. Не знаю. Нашел пол-ведра советских монет разного номинала, разных годов. Если вы их нашли где-то, ну, скажем так, в гараже, где-то в сарае, то есть не в земле, тогда стоит их перебрать. Разложите по номиналам, разложите по годам, откройте в интернете каталог монет СССР и там все пересмотрите. По-любому будет что-то редкое. Пол-ведра монет должно что-то быть. 10 копеек 44 года, хорошая монетка, если хорошая, хотя бы остатки блеска, вот это около $100, а там уже плюс-минус. Хороший блеск это в плюс пойдет, а похуже состояние в минус. Но относится она к довольно редким монетам, 44 год, стоит денег. Да, вот видите, люди понимают, что всем дружно надо ставить лайки. Коллекция монет ходячки 21-91 год, за небольшим исключением редких, возможная цена. Я вам скажу так, ребят, где-то в 2014-2015 году резко все начали распродавать СССР, мне предлагали не единожды вот полный комплект советов, полный комплект, но опять же без там каких-то супер редких разновидностей, скажем так, погодовку, в простых вариантах редкие монеты, $10 тысяч. Вот мне предлагали вот так. Сказать так, вы же поймите, одна монета может испортить или улучшить всю картину мира. За исключением редких, небольшим исключением редких. Каких исключением редких? Минус 2 копейки 27-го, да, минус копейка 25-го там, и так далее. Ну опять же, тяжело. Так, 3 копейки 46-го, плоская звезда, перепутка. Уже сказал Виталий, $100 по каталогу стоит такая монета. 1961 год. Что 1961 год? Там было 9 или 10 номиналов. Свой номер, дайте, пожалуйста, свой номер. Напоминаю, что свой номер я никому не даю и не дам. Мне ночные звонки с вопросом, а сколько может стоить 10 копеек 1961 года, мне не нужны, ребят. Ну, простите, я уже раздал, все, больше не хочу. Проехали это. 10 копеек в серебре 1799 год, дорогая монета. Давайте больше по Союзу. Ребят, по Союзу. Значит, императорская Россия, скажем так, это у меня дополнительный интерес. Сейчас глянем, сейчас сделаем, все сделаем. Десять копеек 1799 год, правильно? Да. Это $450 пишет каталог в состоянии Verifine и $1000 в состоянии X-Fine. Вот такая оценочка. Из каких стран комментарии? Ну, с разных. Ну, вы же сами неправильно написали, а других ругаете. 50 бин сколько стоит? Не знаю. Спасибо, я
прослушал. Я ваш подписчик. Замечательно. Все, вопросы заканчиваются. Что ж, ребят, часик у нас прошел. Давайте еще даю пару минут на вопросы. Если вопросов больше нет, тогда мы будем с вами закругляться. Не буду ваше время забирать, свое. 2 копейки 66 года. Кстати, найти 2 копейки 66 в штемпельном блеске крайне сложно. Я думаю, если вы... Это черный квадрат. Да не, 2 копейки, 2 копеек вообще нет в черном квадрате. Если в штемпельном блеске двушку 66 года выставить, я думаю, до $50 может набрать. Потому что довольно редко они встречаются в хорошем состоянии. Но это так, мое субъективное мнение. В черный квадрат нет. В черный квадрат начинаются включены монеты номиналом от 5 копеек. А в двушке нет, там нет. 5 копеек 24 года, английский чекан, хорошее состояние, красная патина. Наверное, от $50 и выше. Тяжело сказать. 5 копеек 25 года. Очень смешно. Такой монеты не было. Еще и называется нумизматика канал. Это вы прикололись так или что? Как думаете, почему латунь АЦ просела? Наелись? Да, Коль, наелись, потому что возможно смещение интересов. Возможно, люди перестраховываются, переходят в серебро, золото. Считают это более как бы таким активом, ну, серьезным. Потому что, ну, все-таки латунь покупают только коллекционеры. Серебро это все-таки здесь серебро. Золото это есть золото. Возможно, просто перенаправили свой интерес. Латунь просела, да, просели цены на некоторые позиции сильно. Конечно, обидно, но тем не менее. 5 копеек 56 года до $10 в идеальном состоянии. Почему-то больше за эти монеты, за 5 копеек 1956 года платить не хотят. Как бы мы этого не хотели. Какими каталогами вы пользуетесь по империи? У меня Волмар, и причем довольно старый, десятилетний, но я вас уверяю, особо ничего не изменилось. Волмаром пользовался, он удобный, понятный. Потому что у меня империя, я тоже говорю, как дополнительное хобби. Мне этого достаточно. Особо углубляться незачем. Так, здравствуйте, Олег. Сколько стоит монета Николаевский рубль? Николаевский рубль 1856 года. Сейчас глянем. По империи лучше Биткина нет. Ничего. Да, наверное, да. Как продать монеты? Для того, чтобы продать монеты, вам необходимо найти, во-первых, монеты, которые могут стоить каких-то денег. Это в первую очередь. То есть для того, чтобы, как вот говорили, для того, чтобы продать что-то ненужное, ну, сначала нужно найти что-то ненужное. Вот это тот случай. Должны быть хорошие монеты. Я рекомендую вам выставить их на аукцион. Какой аукцион? Это уже как, смотря в какой стране вы живете, найти наиболее подходящий и выставить туда. Только на аукционе вы можете получить наиболее такую адекватную, классную цену. Потому что на руках вас обманут, как минимум попытаются обмануть. Так, возвращаемся. Рубль 50, это 1856 года. Цена $185 в состоянии Verifine и 750 в Xfine. Где-то так. Так, 5 копеек. Как продать монеты? Мой крайний ролик. Перед этим заходите, находите этот ролик и смотрите от начала и до конца. И вы тогда точно не ошибетесь, будете знать, сколько, где и как продают монеты СССР и совершенно любые другие. 5 копеек 45 года в хорошем состоянии. Где-то $20. Опять же, хорошее это плюс-минус, где-то $20. У меня был пятачок 45 года, я его продал за $350. Он был в штемпельном блеске. 2 копейки 24 год. Так, сейчас 5 секунд. Надо кое-кого заблокировать. Так. Сбил меня. Поэтому где-то вот так. 5 копеек 1788 года. Ем малая корона. Но опять же, все решает состояние. Тяжело сказать. 2 копейки 24 года. Гладкий гурт. Тоже это где-то от $50, по всей видимости. Но опять же, это я так. Это если хорошая монета в Xfine хотя бы. Если притертая, даже этих денег не дадут.
5 копеек 46-го, 49-го. Это простые года монеты, это не редкие. Опять же, если очень хорошая, тогда может что-то стоить. Неаукцион процент берет большой. Смотрите, что касается неаукциона. Ну, давайте сравним два аукциона. Ну, я буду говорить у нас по Украине. У нас есть два ключевых аукциона, где все продают, покупают монеты. Это неаукцион и это Виолити. Неаукцион сейчас берет, за выставление он ничего не берет, а от продажи 1,5%. Это то, что касается монет. Ну, у них тоже там в разных тематиках разный процент. Но они 1,5% берут. А Виолити 6%, если небольшая сумма. И чем выше сумма, тем меньше процент. Это если речь идет о монетах. Так, сколько стоит 10 копеек 1897 года? В принципе, вот этого периода монеты очень дорогие, если они в штемпельном блеске, это вообще, ну, очень дорого. Это может и 100 долларов, и 200 долларов может стоить такая монета. 10 копеек 1921 года, порядка 100 долларов, если она от X-Fine, может 50 долларов, если похуже. Но это редкие монеты, это вот, это редкая. 21 год вообще, это редковатые монеты. Помощь в продаже коллекции с вашим интересом. Если коллекция серьезная, нормальная, тогда да, я могу это рассмотреть. Вы присылаете мне монеты, я их продаю, беру свой процент. Только так, если там нормальная монета, если это хлам, даже не хочу смотреть. 10 копеек желтого цвета 1972 года, сколько стоит? 100-150 долларов стоит, как минимум. Спасибо. Так, ну что ж, я смотрю, вам уже надоело. Писать вы не хотите. Что же, ребят, тогда будем закругляться. Всем спасибо огромное за внимание. Рад был вам помочь, чем смог подсказать. Я надеюсь, что в следующую субботу мы с вами снова встретимся. Мы с вами обсудим темы, которые вы захотите. Будете, я в сообществе кину анонс стрима. Пожалуйста, задавайте вопросы, какие темы вы хотите рассмотреть. Мне, конечно, с вашей помощью будет намного легче это сделать. Так, еще пару вопросов. 10 копеек 1805 год, серебро. Очень дорогая монета. Понятное дело. 3 копейки 1927 года. Ну так скажем, вот где-то 20 долларов. Потому что, как правило, они притерты, мы не будем говорить сейчас о хороших редко и так. Вы, наверное, их и не видели. Итак, на прощание с вас лайк, потом комментарий, благодарственные письма в комментариях. Я вам буду очень признателен. Все, всем спасибо, пока, будем прощаться. До новых встреч. В следующую субботу в 19:00 мы с вами снова встретимся. Все, покедова.